все-таки хочется посмотреть, что находится у нас рядом. Мост женщины. Ставь лайк, если тоже любишь футбол. Этот мне больше понравился. Твой который? Запах моря. Сейчас образ свой на сегодняшний день покажу. У нас наконец-то потеплело, и мы едем гулять в заповедник, который находится недалеко от нас. Вот. Считается самым красивым. Возле реки. Держи этот санитайзер тебе. Так что наконец-то сегодня идем смотреть что-то такое на свежем воздухе. А то последние влоги были очень и домашними, и кафешными, уютными, но все-таки хочется посмотреть, что находится у нас рядом. А пылесос у кого-то есть? У кого-то есть пылесос, кто-то не признается. Может, на прокат можно взять? Наклонилась, встала, голова закружилась. Как думаете, сколько мне лет? Напишите в комментариях. Может, кто-то знает, кто не знает, да? Сколько бы вы мне дали лет? Сегодня мы отправимся к местным достопримечательностям, посетим культурный центр и искусственно-насыпной заповедник. Выпуск будет очень насыщенным и интересным. А начнем мы с женского моста, который является популярным среди туристов. Мост женщины. Так выдает, по крайней мере, Google. Так, почему? Осталось, да, узнать. Почему он, а не я? Скажи, а если есть мост женщины, где мост мужчины? И как он должен выглядеть? Где мост небинарной персоны тогда? Мы живем в современном мире. Тут даже красивые такие кафешки, да, наверху? Или что это? Или даже... Может, это отель Ли? Прикольно смотрится. Мы думали, что мы живем в престижном районе. Сейчас пойдем смотреть более престижно. В прошлый раз мы сюда не попали. Ну, точнее, мы были здесь, недалеко от этого места. Но не попали в сам заповедник. Вроде он работает до 6, и мы собираемся сюда попасть. Наконец-то. Погода благоволит. Говорит, идите, творите, дети мои. Очень много людей, как всегда. Как тебе набережная такая? Хорошо, сегодня еще тепло очень, мне даже в курсе, да, это жарковато. Ну вот, смотри. Даже на велосипедах сюда нельзя заехать, то есть полностью пеший мост. Мост длиной 170 метров состоит из 3 частей, одна из которых вращается на 90 градусов, чтобы пропускать суда, проплывающие мимо. Архитектор Сантьяго Калатрава разработал проект данного моста, который трактовал как символ аргентинского танго. И действительно, игла высотой 34 метра напоминает женский каблук туфли. Что за пираты сюда прибыли из Сомали? Это не пираты, это люди. Экскурсии. Не, я хотел просто добавить, как думаешь, меня слышно? Думаю, да. Что это тот самый фрегат учебный, который в России на 500-рублевой купюре изображен. Много кто про это рассказывает и говорит. На купюре в 500 рублей. Она тут будет приложена рядом. Или тут, или тут. Вот, это он, короче. Алене, чтобы больше монтировать. Да. Вот видите, можете у себя 500 рублей достать, посмотреть. Видите, у вас есть 500 рублей. Кидайте на крипто кошелек нам в поддержку деньги. Будешь корабли еще посмотреть? Да, я его снимала уже. А с другой стороны. О, боже. Наконец-то у нас будет влог Софтонга. Софтонга. Прошли через мост с женщиной. Ну, приятная погода для прогулки. Как будто сейчас через 2 дня начнет теплеть и будет лето. Но мы-то знаем, что зима начнется 22 июня. К сожалению, она еще не началась. Еще все впереди. А мы уже успели померзнуть. Мы обратно разделись. Ну, короче, вообще Аргентина удивляет. Какая-то магия. Магия погоды.
Ну вот. Что я сейчас могу показать? Голые деревья. Ты идешь мне в ресторан? Ура! Во вьетнамский ресторан. Понятно. Фобо. Главное не во Вьетнам. Как пел Юра Заточка, смягчим немного фразу: в попу ваши макароны, я хочу фобо. Я должна была это показать. Это типа болото, типа реки, которая вот с вот такими маленькими штуками. Не знаю, если кто-то знает, что это такое, что это за растение, обязательно напишите в комментариях, потому что действительно интересно, как-то они дальше цветут или нет, или это вот максимум их. Потому что в прошлый раз, когда мы сюда приезжали, такого не было. Не было такого. Или было, мы до сюда, мне кажется, не дошли, но Может не быть. было. Мне кажется, тоже зависит от погоды. Что здесь вообще, типа, летом не так, зимой так. Правильно? Мне нравится, как народ отдыхает, вот, сидит в кафешках. И в целом, если Алена сейчас умудрится за Zoom иди подснять, там я буду молчать уже, как бабуля с дедулей там притащили шезлонги и отдыхают на той стороне дороги. По этому мосту пойдем. Там можно, кстати, еще встретить змей, но это тоже, смотря какой сезон. Анаконду. Ну, действительно большие змеи, которые там даже должны висеть эти предупреждения. Но, наверное, это более в летний сезон. Не знаю, как сейчас. Сейчас даже комаров нет, наконец-то не ушли. Местные палатки, из которых доносится запах мяса на гриле, нельзя не ассоциировать с Аргентиной. На свежем воздухе и зимой и летом все жарят асаду. Асада – это много разного вида мяса на гриле. Если аргентинец зовет вас к себе на Париж, значит он собирает много друзей для отдыха на природе. Так, мы наконец-то добрались, ой-ой-ой, до входа. Это все абсолютно Бесплатно. бесплатно. Ой. Запах, вот его надо почувствовать. Зелень, машкары. Ну, не запах, а машкары много. И влага. Влажность такая большая. Мне напомнило Владивосток. На самом деле. Вот, поэтому очень душно. И вот мы даже скинули курточки. Вот. Что, пойдем там на реке? Пойдем. Можно взять такую машинку и поехать, чтобы не идти пешком. Или взять на прокат велосипед. Располагается этот уголок живой природы в районе Пуэрто-Мадеро. Основная часть заповедника населяет флора и фауна, невероятное количество видов растений, деревьев. Здесь можно встретить местных попугаев, птиц, больших черепах, игуан и змей. Но самым привлекательным местом оказался берег Рио-де-ля-Платы. Парк занимает площадь более 350 гектар. Дерево необыкновенное. Куст, точнее, Это какой-то. паханаль. Да, в Инстаграме можно подписаться. У Максима Лемеса он рассказывал, это местный блогер, он рассказывал, что это часть искусственная, насыпная, вот этот парк, по которому мы идем, и в целом район весь насыпной, вот, который начинается после речки. И как его насыпают, тут принято новые постройки возводить на месте старых. То есть, если строят новый дом в Буэнос-Айресе, то обычно сносят старый кусок, вот они стык в стык идут, сносят посередине ненужный кусок и строят новый. И вопрос с тем, куда девать мусор строительный, ну, остатки того дома. И вот все свозили сюда и насыпали. Ну все, вот так вот она и ушла от меня в какую-то секту кришнаитов-индуистов. Говорит, что дерево. Посмотри, даже мусорки деревянные. Слушай, экопарк прям. Они уносятся поэтому. И еще хотела, кстати, сказать про то, что здесь они не любят использовать пластиковые пакеты, вообще пластик. И мы ходим с тканевым пакетом. тканевыми шоперами, сумками. Или они дают нам что-то в крафтовом пакете. Но очень редко они какой-то вот в целлофановый пакет нам положат. Это в аптеке может быть. И все. Не, в аптеке тоже в фармасите нам крафтовый пакет давали. Один раз, да, так, и другой раз мы брали, был такой он. Ну, я даже не знаю, это плохо разбираюсь в качестве пакетов. Вот. Может, биоразлагаемый какой-то, ты имеешь в Может виду? быть, но он по ощущениям, да, он не пластиковый, вот. Это прям круто, это большой респект. Молодцы, а еще они разделяют мусор.
но сами не знают об этом. У них есть два мусорных пакета, зеленый и черный, на этаже везде стоит. Вот, у нас сейчас стоит на этаже 2 черных пакета. Поэтому мы не знаем, где recycled, где не recycled. Что, как и что. Вот так вот. Люди все равно, да, проходят туда? Ну да. Хотя написано, что нельзя. Ой, колени больные. Что на колено приземляешься, на которое нагрузку давать? А мне правая сейчас немножко побаливает. Так, ну что, обещанный туман. Но похоже на море. Это, конечно, великолепно. Как я скучала по морю. Только послушайте. Запах даже не речной, да? Запах моря. Долго сюда идти, конечно. Но это того стоит, чтобы подышать свежим речным воздухом. Не морским, а речным. Ну, я поняла, что я обожаю море. Просто вообще. Запах. Не запах водорослей и каких-то... И не рыбный запах, а вот именно такой свежий. И здесь это очень круто. Тут спокойно, тут тихо. Все семью собрать, прийти сюда, устроить себе небольшой пикничок. Все-таки 3 года в Черногории оставили след в моем сердце. Это необычный голубь. Он идет. Он еще крупненький такой. Мы когда летели, мы пролетали из Сан-Паулу, летели до Буэнос-Айреса через Уругвай и пролетали вот эту реку как раз-таки и видели ее с высоты. И сейчас подумайте, что я даже примерно летели мы с той стороны, да, огибали вот так вот. То есть мы захватили кусок Буэнос-Айреса, не сам центр, летали немного вот так вот в объездную, так сказать. Вот так пролетали и видели это место. Я в восторге. А что тебе нравится? Общая атмосфера. Тут довольно чисто, если не брать берег. Вот, кстати, про то, что я говорил, что искусственно насыпано, много всякого битого кирпича и прочего. Но в целом парк очень чистый, мне вот это нравится. Ну и в целом, не знаю, необычно, классно прогуляться. Ставлю лайк. Что за юмка? Где глаза? Сильно ниже. А, ну ладно. А это что? Это как корма, тут как корабль, видишь? Ну, типа, как будто бы нос корабля. Ну, давай фото. И лицо. Заходим в культурный центр. Нам надо сказать, что абсолютно мы не представляем, что там будет. Детям очень нравится. Нам пришлось много посмотреть и почитать, чтобы понять, что именно находится здесь. В здании есть залы современного искусства, образования и достижениям науки. Несколько симфонических залов, один из которых вмещает 1750 зрителей, а также зал, посвященный Эви Перрон, которая прославилась своей заботой о бедных. Самая большая очередь. Сидр, сыры. Народ сидит, сидра. Непонятно. Что за штука? А вот там что написано, да, посмотри? Интеллигенция. Это, знаешь, как афиша. А может, они всего этого ждут. 8 июня. Сегодня какое? 8 июня. 16:30. То есть что-то Аудитория закончилось? 511, да. Посмотрите. Просто люди заходили сюда. Идем за этим мужчиной. Он нас проведет туда, куда надо. В 6 часов начинается какой-то типа концерт. То есть там было, вот это будет. 8 часов. Премьера песни по контанту. Мария Скьяга. И ля escritora Laura Wittner. Интерглазан, каньоnes и поэмас. Вечер авторской песни. И стихов. Я думаю, И что это все
подсними. Это все абсолютно. Бесплатно. А мы не знаем. Мы зашли сюда бесплатно, но может там дальше куда-то еще проход какой-то есть. Дальше они денег просят. Горка. Горка. Единственное, Буэнос-Айрес. Единственное, да, по этой улице проходит горка. У нас возле дома такая же. Мои колени не говорят мне спасибо. Они говорят, вылечи нас, вылечи. Ну, зато район хороший. Вот так вот. А мы идем кушать вьетнамскую кухню. Фобо. Фобо. Фобо, ребята. Ставь лайк, если тоже любишь фобо. Ставь лайк, если кушал фобо на Даниловском рынке. Не нам. Вот компотик такой интересный. Ну, это типа колонный чай с персиком, Да-да-да. После компота с икрой. Компот персиковый. И в нем еще что-то вот не газированное, оно немножко другое. Как подбродивший. Да, вот подбродившие, типа, как пьют вот этот гриб, да, чайный. Вот я не любитель этого и не пила ни разу в жизни. Хотя, может, пробовала. Это как сказать, слушай, можно сказать чайный гриб, а можно сказать камбуча. Это сразу моднее и вкуснее. Ну, выглядит, конечно, чайный гриб не очень вкусно, но вот это вот по привкусу похоже, но это больше похоже на чай персиковый или сок персиковый. Ну, да, компот, чай, не знаю, все намешано. Даже какие-то вон крошки. У меня сложное название блюда, но это лапша с креветками. Вот. Так это выглядит. Пахнет обалденно креветками. А у Егора фобо. Это фобо. Да. Смотри, какой он странный. С тефтельками. Пицца пепперони. Такая мягкая, но проваливается прям. Только что из пищи достали нам ее. И смайл. Это и куртка, и кофта. А я вообще настоящая ценитель еды. Света никакой нет, во-первых, мы живем вдвоем.